Так вот, открыли бейсплейт, и сразу вам нужно примерно вот такие настройки выставить здесь сверху. Заходите вот сюда и вставляете вот эту модельку, ссылка в описании. И теперь нужно разгруппировать модельку. Ungroup. И теперь здесь будет delete, мне нужно его удалить. Вот. Пододвину на центр, чтобы было удобнее. Теперь нужно сразу зайти в настройки. Материал сервис и вырубить вот здесь вот галочку, чтобы оно было вот так. Удаляйте вот эти вот thumbnail камеры и все. Теперь, в принципе, можно начинать уже туториал. Сохраняйте модельку. И теперь давайте начнем строить кастомный лифт. Как работает лифт? Лифт работает в проекте SCP таким образом, что их может быть только два. То есть, если добавите третий, то они будут баговаться. То есть, у лифта есть линк. Если линки совпадают, то лифты связываются. То есть, у этих двух лифтов, вот здесь вот, одинаковая ID. И поэтому они будут связаны. А, например, если я сейчас клонирую вот этот и поменяю у него, то есть, другой уже, то вот этот не будет ни к чему привязан, и он не будет работать. Вот эти два привязаны, они будут работать. Например, сейчас покажу, как сделать кастомный лифт. Если вам типа вот такой в проекте SCP не нравится, сейчас покажу, как сделать кастомный. Пишите элеватор, если вам лень строить. И вот, например, лифт из Doors. Ну вот, в нем есть кастомные модельки. Что же делать? Их можно добавить в проект SCP. Сейчас объясню как. То есть, для того, чтобы было удобнее, сейчас Ctrl-X нажму и вставлю. Все, вставилась моделька, отлично. Для начала нужно добавить кастомные двери. Только до этого я удалю двери с этого лифта. Я не знаю, как добавлять кастомные модели, так что буду добавлять обычного лифта. Но до этого я их перекрашу, чтобы оно больше подходило. Двери можно сделать больше, чтобы они подходили лучше до лифта. И вот все. То есть вот такие двери у лифта. Теперь нужно переставить кнопки. Если что, можете зажимать Alt, чтобы в середине модельки что-то брать и передвигать. Первая кнопка будет вот здесь, а вторая, которая с середины, будет вот здесь вот. Также можно у нее изменить размер, но очень большой размер не советую делать, оно может забагаться. И все. То есть удалю сейчас ненужные модельки. То есть спавн. Все. Как же конвертировать модельки? Так, чтобы они работали в проекте SCP. Вот здесь вот скрипт будет в описании. Просто ставьте сюда. И выбирайте модельку, которую вам нужно сконвертировать. Выбирайте модельку, которую нужно сконвертировать, и нажимаете Enter. Все. Она здесь так пропала. Теперь у нас выделена настоящая модель, так что ее передвинем, чтобы не мешало. И вот сконвертированная. Тут может быть небольшой баг происходить, что не будет текстурки у этой модельки, не будет появляться текстурки почему-то. То есть вот текстура ID, ее нет. Так что не получится текстурку вернуть в этой модельке, это значит. Теперь ставим на 0.1 и копируем вот это size. Теперь зажимайте Ctrl и Shift и пытайтесь уменьшить. Вот так вот уменьшили, вставляете обратно и смотрите рамки. Если оно выходит за рамки моделька, значит еще пытайтесь уменьшить. Вставляйте и еще выходит. И все, и теперь подходит плюс-минус. Так, давайте я немного опущу. Все. Теперь тут нету текстурки, так что я выберу другой цвет. Вот такой, чтобы он больше подходил. И задвину вот это немного в середину. Все, вот это можно удалять. То есть эта моделька будет полностью работать в проекте SCP. Вот эта моделька разделена на две части. Здесь так же самое делаете, то есть ставите на 20, к примеру. Вот здесь вот так копируете. Все, и теперь вот эта моделька будет работать в проекте SCP. Можно вот это удалять. Теперь пытаюсь выбрать вот эта моделька. Выбираю у них. Нажимаю Enter, чтобы убрать текстурку полностью. Теперь выбираем Brick Color. Вот такой, к примеру. И материал металл.
так вот модельки сконвертировал. Это очень плохой пример конвертации, но так не должно работать. Вот, к примеру, этот доминус, вот. То есть вот сейчас он блок mesh. Его нельзя добавить. Если я сейчас нажму вот сюда вот, к примеру, и передвину. Теперь у этого ID есть. Я копирую ID его. Захожу вот сюда вот и вставляю. Этот могу удалить. Все, вот этот. Он скопированный. Он будет работать в проекте SCP полностью. Все, вот этот скопирован, он будет работать в проекте SCP полностью. Давайте его, например, тоже добавим в модельку лифта. Почему бы и нет. Затем в лифте есть вот такая вот, называется зона. Передвигаем его в лифт. Теперь нужно его выбрать на всю площадь лифта с середины. То есть делайте его максимально большим. Не максимально большим, а так, чтобы он находился в той зоне с середины лифта. Если сделаете слишком большим, то игроки снаружи лифта будут тоже ехать с лифтом. А это неправильно, это плохо. Ну вот и все, в принципе, мы все выделили. Теперь ищем в папке карт эту, что мы выделили, Zones. И здесь мы можем поставить кастомный звук. То есть, например, я выберу SCP Containment Bridge Elevator. Вот. Например, лифт с Containment Bridge, только он должен быть длиной 7, а тут у него 10 секунд. То есть я его скопирую сначала, вставлю вот сюда и немного ускорю. Поставлю, например, 0.6. Теперь слушай. У него длина 7. Все работает отлично, хорошо. Теперь лифт почти что готовы. Сохраняем. Теперь зажимаем Alt и выделяем старый лифт. Можем его удалить. Теперь эту модельку смотрим. Не осталось ли ничего бесполезного. Удаляем все, что не нужно. Остались еще парты. Вот, например, с этой стороны я удалю это, а этот сконвертирую. Все, и теперь он подходит отлично. Опять делаю то же самое. Паутина. Паутину я уберу, она мне тоже не нужна в лифте. И теперь все модельки, что остались, нужно передвинуть в папку карт. Все, что не в папке карты, не будет сохраняться. И вот у нас получился такой кастомный лифт. Анчорим его. И теперь в папку карт ставим Primary Part Zone, Elevator Part, Primary Part. Ставим тоже Zone и все. Теперь этот лифт полностью рабочий. Ой, я забыл вот это скопировать. Сейчас выделю. Все, у нас есть теперь элеватор рабочий. Создадим ему, наверное, название Doors А1 элеватор. Все, у нас получился теперь такой кастомный лифт. Давайте построим платформу. Например, вот эту. И немного добавлю его поближе. Врублю Join Surface, чтобы видно, где он присоединяется. Все, вот здесь вот он присоединился. Такой получился лифт. Теперь как же сделать кастомную дверь? Нужно найти вот здесь вот модельку такую. Вот. Кабинет называется. Скопируйте ее, Ctrl-D. Теперь нужно построить кастомную дверь. Дверь может создать только из двух двигающихся частей. То есть, например, в этом примере вот эта штука выдвигается вниз, а это выдвигается вверх. Можно сделать, чтобы она поворачивалась, например. Напишем тут дверь, например. Вот, у этой двери слишком много партов. Я посмотрю. Она сделана не из меша, а из партов, поэтому не получится. Можно попробовать поискать в мешах дверь. Вот такая есть и дверь, например. Эта дверь не подходит, это сплошной меш. Вот эта дверь, например, подходит, все.
Беру ее, но у нее нету текстуры, поэтому она не подходит нам. Ищем еще дальше дверь. Вот, а вот эта дверь нам подходит прям идеально. Конвертируем. Сконвертировалась прям идеально, это очень хорошо. Копируем текстуру. Удаляем эту. И вставляем вот эту текстуру. Все, и теперь вот эту дверь мы можем уже добавлять в проект SP. Сама модель работает. Ну вот модель немного толстая, нужно размер модели уменьшить. Уменьшу вот так вот модельку. Скопирую это, отменю. Ставлю и все. Вот теперь хитбокс у модельки меньше. Он подходит теперь нам. Теперь называем эту дверь Dur 1. Потом давайте еще придумаем какую-то дверь. Давайте ее сделаем двойной вообще. Скопируем вот это. И так как это уже вторая дверь, переименовываем ее в Dur 2. Теперь делаем так, чтобы она... Копируем еще раз. И уже делаем ее в повернутом состоянии. Ставим, то есть делаем вот так вот. Скопируем вот это. Вставляем вот сюда. И вот мы теперь уже сделали примерно, как наша дверь будет выглядеть и открываться. Теперь нужно подобрать какой-то звук до открытия двери. Выбираем Dur 1, которая... Теперь выбираем аудио и пишем Dur. Например, открытие двери. Например, кто-то подходит нам. Все, выбираем ее. Теперь смотрим, как она здесь называется. Здесь она называется Sound. Копируем Sound. Зажимаем Ctrl-Shift-V. Вставляем. Теперь копируем ID. И вставляем вот здесь вот. Ставим здесь единицу. Ставим здесь десятку, чтобы было громче. И слушаем. Подходит. Но я хочу сделать так, чтобы ее немного сильнее было слышно в радиусе. Поэтому поставлю здесь 7. Это можно удалять. Передвигаем эту модельку. И выделяем вот здесь вот все. И вот здесь вот группируем. Получилась вот такая вот группа. Сохраняем. Теперь копируем. Теперь та дверь первая, которая в открытом состоянии, переименовываем ее в Dur 1 на нижнее подчеркивание Opened. Убираем у нее коллизию и ставим прозрачность на 1. То же самое делаем и с второй дверью, только уже называем ее Dur 2 Opened. Переименовали, прозрачность на 1 ставим. И убираем коллизию. Затем перетаскиваем. Затем проверяем все, чтобы выглядело примерно вот так вот. Можем выделять здесь эти двери и удалять их. И перетаскиваем те двери, что мы создали в папку кабинет. Эту модель мы убираем. И вот такие у нас получились двери. Также можно добавить кнопку для их активации. То есть давайте сделаем вот здесь вот кнопку, которая будет открывать эти двери. Можно сделать это и не через кнопку, чтобы они открывались. Вот здесь вот первую добавим. И вот здесь вот вторую кнопку. Все, вот так получилось у нас. Теперь выбираем вот эту модель
и удаляем все, что не нужно. Осталось. Здесь вы можете выбрать, какой допуск нужен, какая ключ-карта для открытия двери. Я сделаю AL, чтобы все могли открыть эту дверь, даже без карты. Такая кастомная дверь у нас получилась. Она будет работать. Она обязательно должна называться в модельке кабинет. Можете также, чтобы для правильной прогрузки, добавить здесь part, вставить его в модельку и назвать part base. Потом выбрать кабинет, добавить primary part в part base, убрать у него коллизию, сделать прозрачным. И не забудьте это все добавить этого всего добавить анчор. И такие кастомные двери появились у нас. Следующее, что мы будем добавлять, это кастомные спавны. И как сделать так, чтобы до кастомных тим они появлялись. Для этого создаем part. Ставим у него такой размер 1, 1 и 1. Все отлично. Теперь выбирайте ему красный цвет. Ставите неон. 0.5 ставите. Теперь выбирайте позиции, где будет наша находиться тема кастомная. Или не кастомная, обычная спавница. Например, сделаю вот здесь, вот одна будет. Главное, слишком высокий, не делайте постройки, иначе будет античит. Ругаться. Вот здесь вот я сделаю спавны вот здесь. И еще один вот здесь. Вот здесь 3 спавна будет. Теперь выбираем все вот это. Группируете. И создаем фолдер. А фолдер должен называться spawn. Теперь создаем у него еще один фолдер. И теперь называйте этот фолдер так, как кастомная тема будет, или тема, которая спавнится, называется. Например, я выберу класс D1, выберу его вот здесь и перетащу вот сюда. Это спаун класса D. Теперь ставите у него прозрачность на 1 и убираете коллизию. Теперь 2 остальных будут называться Red и Blue. И синий. Теперь то же самое выделяете. Все, вот здесь спавны уже готовы. Спавны работают. Команд. Теперь нужно добавить спавны предметов. Предметы я вот здесь вот все добавил. Можете еще добавлять и другие предметы кастомные уже. Например, я сделаю спавн вот этих предметов. Я сделаю так, чтобы Railgun спавнился за картой. Сделаю, чтобы вот этот предмет спавнился вот здесь. И чтобы вот этот предмет спавнился вот здесь. Я хочу сделать еще так, чтобы, например, у этого предмета был определенный шанс. Например, 50%. Здесь ставите шанс в процентах. Например, не ставьте 101, иначе оно будет поломанное все. Ставьте 50, к примеру, или 100%, если хотите, чтобы всегда спавнился. Теперь в нашей этой постройке добавляем фолдер. И еще один фолдер. Этот фолдер будет называться items. Так он должен называться. Вот, items. И сюда добавляете вот эти все предметы, что выделяли. В items все добавили. Теперь добавляем для лифта. Вот называется фолдер. Для лифтов они называются elevators. У лифта обязательно должно быть такое название элеватор. Добавляете сюда лифт. Теперь добавляете двери. И добавляйте вот сюда кастомную дверь, что мы добавляли.
И все, теперь у нас все рассортировано, оно должно работать. Но это еще не все, еще это не играбельно, нужно еще кое-что настроить. У 106 есть измерение. До него нужно выставить порталы. Этот портал Exit Random, он может быть сколько угодно, их может быть сколько угодно, но только один в комнате. То есть на каждую комнату он только один может быть. Этот может быть только один на карту. То есть если вы не добавляли спавн 106, то можете его добавить в комнату. Но эти оба они должны быть в комнате в одной. То есть я хочу добавить вот этот, например, еще. Я хочу, например, сделать так, чтобы если ты сбегал из измерения 106, то ты находился вот здесь вот. То тут появлялся. Советую немного повыше сделать его. Где-то вот здесь. Убирайте у него коллизию. У меня она уже заранее убрана. Теперь можно добавить еще партов побольше. Например, вот этот. Еще вы не можете добавлять юнионы. Вы можете добавлять только те, которые уже есть в проекте SCP. Также еще модели типа вот этих вы можете добавлять. Даже если они блок-меш, они уже есть в проекте SCP. Они будут работать. То есть, например, добавлю вот этот компьютер, вот этот забор еще. И сделать так, когда лайт-зона закрывается, этот газ спавнится. Можете его добавить. По желанию. Если эта комната находится в лайт-зоне, то можете добавить эту штуку. И когда лайт-зона будет закрываться, будет появляться этот газ. Вот так забор добавили. Теперь добавлю модельки больше. Например, добавлю вот эту модельку своего персонажа. Вот, добавил, теперь добавлю еще партиклов. Вот вы можете создавать еще кастомные партиклы. Ну вот, например, вот такие партиклы у меня стоят. Вы можете добавить кастомные здесь. То есть вот смоки вставляйте сюда модельку и настраивайте вот эти вот все. Это все настраивайте. Ну я, например, оставлю вот таким его. Также можете добавлять еще освещение обычное в Роблоксе. Добавлю еще, например, модельку Максвелла, вот это вот. И вот так, и вот это вот еще мерцание. Это, кстати, тоже партиклы. Это тоже партиклы, если что. Вот здесь вот. Добавлю вот эту модельку. Добавлю модельку рубейника из Containment Bridge. Все, вот оно работает. Все, что я в DevKit оставлял, но почти что все будет работать в проекте SCP. Вот, например, я хочу покрасить еще вот эти вот нижние стены в какой-то другой цвет. И меняю цвет. Например, сделаю зеленый. Вот так вот. Вот такая комната получается. И можно добавить еще звук, который проигрывается в радиусе. То есть, например, вот это вот радио, это песня Спавнагог, музыка. Спавнагог из проекта SCP. Я добавлю ее вот здесь. Я, например, добавлю сюда, чтобы проигрывался звук Амогуса. Амогус. Ну вот, например, звук Амогуса, чтобы проигрывался Music Part. Добавляем вот это. Копируем, вставляем. И теперь будет проигрываться Амогус. Только я его сделаю потише. 0.1, чтобы вот так был. Вот, чтобы он мне не мешал. И вот следующая дверь. Добавлю
второй лифт, чтобы можно было подниматься. Он будет, например, меня поднимать наверх. То есть вот здесь где-то лифт добавлю. И сделаю его вот так вот с поворотом, например. Тут будет лифт. И теперь смотрю, чтобы у них линки были уникальные. Их больше нигде не было. Да, такое есть, так что все правильно работает. Выделяю модель. Переименовываю то, что мне нужно. Как она будет называться, например, я назову SCP Amogus. Вот. Так, я хочу назвать эту модель, выделяю здесь, что мне нужно. И добавляю вот эту модельку. Теперь добавляем primary part. А у меня тут оно закрыто. Нужно вот здесь вот разгруппировать вот это. Вот здесь оно. И добавляю на флур primary part. Это очень важно. И теперь анчорю эту модельку. И она уже в принципе готова. Все, вот эта моделька, она будет работать в проекте SCP. Теперь я выделяю все, что мне не нужно, чтобы удалить. То есть мне, например, вот это уже не нужно. Выделяю в workspace. Выбрать все. Base plate. Все, кроме base plate, все выбираю и удаляю. Некоторые модельки все одно еще остались. Ничего, я их сейчас тоже удалю. Так, удалил даже baseplate, но ничего, нажимаю Pass at Original Location. И у нас получилась такая вот моделька. Сохраняю. И теперь через плагин конвертер, вот, конвертер, нажимаете на него, и у вас конвертируется. Прочитайте на вики, как его установить. Я скину ссылку тоже в описании. Когда вы установите, сохраняете файл. И потом покажу, что дальше делать. Так, называть эту модельку. Я тут совершил ошибку. Нужно назвать. Мы ее типа назвали, но нужно разгруппировать. И флур должна быть с верхним этим. Поэтому у нас может ничего не заработать из-за того, что мы сделали так. Ну теперь исправили, и оно должно заработать. Нажимаем на плагин и нажимаем конверт. Все, теперь сохраняем. И называем как-то. Все, сохранили. Теперь, когда карта готова, заходите в GitHub. Когда зарегистрировались, нажимайте на repository. Называйте его как-то, например, тест room 1, 2, 3, 4. Создайте нажимайте upload файл. Нажимаете upload файл. И вот сюда вот открываете папку. Точнее, вот сюда choose your files и выбирайте тот файл, который сохранили в студии. Ну и вот, я выбрал его. Вот я его выбрал, он загрузился. Можете добавить здесь, например, hello, например, комментарий. Нажимаете submit changes. Выбираете потом вот этот файл. raw. И теперь сверху тут будет ссылка, я ее скрыл. Берете ее, копируете и заходите теперь в проект SCP. Не в проект SCP заходите, а в специальную игру, на которую я ссылку в описании скину. Так, теперь, когда мы зашли в игру, пишем set rooms и вставляем ссылку на GitHub, которую мы тогда должны были скопировать. И теперь в папке custom у нас появляется эта комната.
Добавляем ее куда-то вот сюда. Также рядом желательно поставить спавн класса D для теста. Но так как я добавил сюда спавн, то это не обязательно. Теперь нажимаем Save и копируйте вот это. То, что вы скопировали, это вся ваша карта, что есть. Теперь заходим в проект SCP. Тут произошел такой прикол, что в проекте SCP появился баг, и нельзя зайти теперь на свой вип-сервер. Мне приходится зайти на любой вип-сервер, где у меня есть ковнер. Все, вот я и зашел на сервер и вставляю карту. И называем ее как-то. Я, например, назову map. Теперь нужно врубить читы и map settings выбрать эту карту. Теперь можем начинать раунд и смотреть, что получится. Так. Вот у меня класс 10. Вот эта комната, что я добавлял. Вот кастомная дверь работает. Заспавнилась семка, вот. Это все работает. Раунд закончился. Лифт кастомный тоже работает. Так, уже на сервер кто-то успел присоединиться. Я забыл добавить освещение, поэтому оно забаговалось так. Вот. Кастомный лифт работает. Вот, я тут что-то забыл убрать. Поэтому произошел такой баг. Вот, смотрим, кастомный лифт. Да, кастомный лифт работает, как вы видите. Я тут забыл что-то убрать, видать, невидимую стенку, поэтому нельзя пройти. К сожалению. Вот, свет работает у этой лампочки, от этого исходит эти. Кастомная дверь работает. И сейчас я покажу, как добавлять освещение правильно в карте. Так, мы снова на карте. Теперь как же добавлять освещение? Заходим в Lightings, и здесь амбиент ставим на 0. Здесь это ставите на 0, это на 0, это на 0. Теперь это тоже на 0 ставите. И вот это вот выкручиваете на минимум. Все, темно стало. И вот наша комната. Примерно как она будет выглядеть в проекте SCP. То есть нужно это все осветить. Назовем это, например, Light. И сделаем его неоновым. Это нужно для того, чтобы когда вырубался свет, например, в игре, то Light Part тоже оставал выключенным. И добавляем ему Light. Настраиваем его. Я, например, ему поставлю 0.2, чтобы оно не было очень ярким. Пока что не буду его делать невидимым. Беру у него коллизию. Добавлю вот здесь. Главное, не делайте комнаты слишком яркими. Иначе это будет смотреться неуместно для проекта SCP. Вот здесь добавляете. Потом еще вот здесь вот лифт наверху есть. Тоже добавляете освещение. Вот здесь вот, например. И в центре комнаты тоже добавлю освещение. Небольшое. И вот так уже комната у нас будет посветлее выглядеть. Теперь выделяем вот эти вот все парты, делаем их полностью прозрачными. И переименовываем их в Lights. И добавляем в нашу комнату теперь. Все. Теперь она будет работать. Так же, как мы заметили, тогда у лифта был небольшой баг. Что двери
не работали. Посмотрим, почему это. А вот здесь вот потому что была вот такая коробка, которая нам мешала. Так что удаляем ее. Удаляем все, что с нее нам не нужно. А это оставляем. И также в следующем лифте делаем то же самое. Все, и тут мы удалили вот это вот все, что не нужно. И теперь оно должно работать. Также мне еще показалось, что звуки лифта, как он едет, слишком тихие, поэтому нужно его сделать погромче. Выделяем. У обоих лифтов выделяем это. Зоны с... И ставим тут, например, единичку. То есть в 10 раз будет громче. Сохраняем и снова конвертируем и посмотрим, как он теперь будет выглядеть в игре. Так, теперь проверяем. Кастомную комнату проверяем теперь. Ну-ка, начинаем раунд и смотрим, как теперь она выглядит. Мне почему-то тэпнуло под карту. Вот. Теперь она выглядит гораздо лучше. Двери работают. И теперь, смотрите, 50% шанс уже не заспавнилось. Так, раунд закончился из-за того, что плагины на сервере. Так, сейчас переспавню себя. Так, спавн работает, там как мы ставим наверху. Комната немного заходит в другую, ну ладно. Едем на лифте, смотрим. Да, все как вы видите, кастомный лифт полностью рабочий. Кастомные двери тоже работают, партиклы работают. Здесь тоже партиклы работают. Двери открываются. В проходах вот почему никогда нельзя ставить двери. Чтобы они сами спавнятся. Можно считать, что такая двойная лифт у лифта теперь. Ну все, комната полностью рабочая. Первая часть туториала полностью закончилась. Спасибо за просмотр.